Можете ли вы похвастаться уровнем своего интеллекта? Давайте попробуем это проверить. Мы подготовили интересные вопросы на разные темы. Попробуйте ответить на все вопросы правильно и блеснуть своим умом. Также в конце теста будет задан дополнительный вопрос, ответ на который пишите в комментариях. Какой неожиданной способностью обладают овцы? Различать лица людей по фото, нападать на волков, считать до 5. Овцы способны распознавать человеческие лица на фотографиях и даже узнавать на них своего владельца. Ученые обучили животных распознавать лица знаменитостей по их фотопортретам. В 2001 году ученые выяснили, что эти животные могут до 2 лет держать у себя в памяти изображения своих сородичей. Какую форму имеет зрачок осьминога? Овал, прямоугольник, треугольник. Осьминоги имеют зрачки прямоугольной формы. Эта особенность может быть связана с их способностью менять цвет и текстуру кожи, что помогает им эффективно маскироваться. Когда осьминог стремится быть незаметным, его зрачки становятся больше и принимают прямоугольную форму, чтобы быть максимально схожим с окружающей средой. Как действительно звали Фредди Меркьюри? Фарух Булсара, Фредди Меркьюри, Джон Маккартни. Настоящее имя Фредди Меркьюри – Фарух Булсара. В школе его из-за больших зубов называли Баки. Чтобы отвлечь приятелей от неприятного для себя прозвища, Фарух стал именовать себя Фредди. Существует несколько версий того, почему он выбрал для себя такую необычную фамилию. То ли в честь бога Меркурия, то ли в честь правящей всеми девами одноименной планеты. Юридически он изменил свое имя на Фредди Меркьюри примерно в 1970 году, когда была сформирована группа Queen. Как называется дождь, который испаряется, не достигая земли? Вирга, штиль, курасио. Вирга – дождь, который испаряется, не достигая земли. Со стороны явление выглядит как расположенная под облаками полоса осадков. Это явление очень распространено в пустынях и в умеренных широтах. Вирга может вызвать различные погодные эффекты, а также вирга может порождать красочные явления в облаках, особенно во время солнечных закатов. Какой врач занимается диагностикой и лечением болезни печени? Диетолог, геронтолог, гепатолог. Гепатолог – это врач, который выявляет и лечит болезни печени, желчного пузыря и желчных протоков. Раздел медицины, который изучает гепатолог, называется гепатология. В связи с тем, что печень и желчевыводящий аппарат участвуют в процессе пищеварения, гепатология всегда была разделом гастроэнтерологии, науки об органах пищеварения. Что измеряет сфигмоманометр? Длину волос, рост мышц, кровяное давление. Сфигмоманометр – аппарат медицинского назначения, название которого происходит от греческого слова «сфигмос», в переводе «пульсация». Слово «манометр» означает прибор, измеряющий давление газа или жидкости. С помощью этого аппарата медработники проводят распространенную диагностическую процедуру – замер и оценку артериального давления для определения общего состояния организма человека. От каких греческих слов образовано слово гастроном? Еда и деньги, желудок и закон, живот и вкус. Гастроном – это слово, составленное из двух греческих корней – гастр и номос. Первый корень – гастр означает «желудок».
Второй корень, номос, с греческого переводится как «закон». Оказывается, древние греки гастрономами называли рабов, которые составляли меню. Спустя многие века оказалось, что гастроном – это полководец, или патриции, которые баловали свои гастро разными вкусностями, проводя за столами все свое свободное время. И вот, спустя время, в 20 веке, в советскую эпоху гастрономом назвали магазин. Какое блюдо неизменно присутствует в меню официального банкета, посвященного вручению Нобелевских премий? Мороженое, грибной суп, лазанья. Банкет по случаю Нобелевской премии – крайне ответственное событие. Готовиться к нему очень долго и ответственно. Меню разрабатывается только известными поварами, а заканчивается мероприятие подачей мороженого. Мороженое является обязательным десертом и присутствует ежегодно, меняется только его вкус и подача. Для него даже есть исключения. В отличие от остальных блюд его подают в течение 3 минут, да это лишь потому, что его вынос сопровождается парадом со свечами и бенгальскими огнями. Какое озеро часто называют жемчужиной итальянских озер? Кома, Гарда, Бальсена. Озеро Кома считается жемчужиной среди остальных озер Италии. Это самое большое озеро Италии, занимающее практически 400 квадратных километров. На берегах озера расположены многочисленные курорты, живописные деревеньки и достопримечательности. А также со всех сторон окружают виноградники, оливковые рощи и фруктовые сады. Местные фермеры производят и продают на курортах невероятно вкусные домашние сыры, вина и оливковое масло. Кукабара – это рыба, птица, змея. Кукабара – хищная птица среднего размера. Кукабары знамениты своими криками, очень похожими на человеческий хохот. Крик начинается как низкий цокающий смех, который переходит в пронзительное ха-ха-ха. Кукабары являются плотоядными птицами, поэтому они могут поедать детенышей других птиц, а также мышей, змей, земляных червей, насекомых и мелких рептилий. Что за птица изображена на фото? Я надеюсь, что вам понравился этот тест и вы смогли узнать интересную информацию. Пишите в комментариях, на сколько вопросов вам удалось ответить правильно, а также пишите ваш вариант ответа на дополнительный вопрос.